И снова с вами канал Мы Дачники. Делаю сегодня закрытый пирог с курицей, картофелем и луком. На столе все, что понадобится для этого случая. В мисочку я просеяла муку. Сейчас добавляю разрыхлитель теста. Вот такая у меня пачечка. Ну и теперь 100 грамм сливочного масла рублю ножом и добавляю в муку. Теперь масло просто до крошки надо доводить руками, муку и масло. Вот таким образом. Перетираете просто руками. Довели до такого состояния муку с маслом. Теперь добавляем туда одно яйцо. Пол чайной ложки соли. И кефир. И все перемешиваем. В массу, которая получилась, мука плюс масло сливочное, добавили одно яйцо, пол чайной ложки соли и стакан кефира. Можно холодного. И замешиваем эластичное тесто. Получилось у нас с вами вот такое тесто, мягкое. Его теперь в пищевой пакетик. И в холодильник на 20 минут. Пока у нас тесто в холодильнике лежит, мы делаем сейчас начинку. Начинка будет из картофеля, филе куриное и лук. Все это режем на мелкие кубики. Начинку я порезала вот на такие кубики. Сейчас все посолю, поперчу и смешаю. Итак, дорогие друзья, начинка у меня сделана. Правда, я по своему вкусу добавила еще в начинку гранулированный чеснок, буквально пол чайной ложки. Вы добавляете все, что вам нравится, по желанию, по своему. Ну и тесто, естественно, достала я из холодильника. Разделила на две неравные части. Одна больше, одна меньше. Ну, где-то 1/3 останется на крышечку пирога. Так что нижнюю часть сейчас раскатаем и переложим в хорошо смазанную форму. Смазана она сливочным маслом. А духовка в это время до 180 градусов уже прогревается. Пласт теста толщиной должен быть где-то, ну, сантиметр, даже может чуть меньше. Не толстый. Так, чтобы можно было. И еще я вручную делала бортики, чтобы потом закрепить верхний слой. Теперь на этот нижний слой выкладываем начиночку. Аккуратненько выкладываем и распределяем по всему полю. Теперь вот так вот раскатали верхний слой. Ну и переносим его на пирог. Так, пирог закрыли верхней частью. Очень тщательно защипали по краешкам, чтобы было удобнее. Опыляем пальцы мукой. Ну а теперь один желточек, чуточка водички, столовая ложка. И смазываем пирог. Вот таким образом. Пирог смазали яичным желтком, посыпали кунжутом и острым ножиком делаем на нем разрезы для выхода пара. Ну, буквально вот таким вот образом. Ну и в духовку понесли. Пирог я поставила на решеточку. Верх-низ конвекция, 180 градусов и 45 минут готовки. Ждем. Итак, дорогие друзья, прошло ровно 45 минут, пирог готов. Накрываем его чистым полотенечком и ждем до полного остывания, чтобы потом порезать. Итак, дорогие друзья, пирог у меня готов. Как видите, все пропеченное. Тесто получилось тоненькое. Верх хрустящий. Картошка пропеченная. Ну а на этом все. Всем пока-пока. Приятного аппетита.